Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. Сегодня мы с вами сделаем расклад, который вы сами меня просили сделать в комментариях под видео. На чем сфокусировать свое внимание, куда направить свою жизненную энергию и свои ресурсы, чтобы вы точно знали, что вы занимаетесь именно тем делом, которым должны заниматься. И что вы должны знать именно сейчас, прямо сейчас. Возможно, что-то должно открыться, вскрыться прямо сейчас для вас, а вы этого еще не знаете. У нас сегодня три колоды. Это колода Безумной Луны Патрика Валенса, колода Триумф Луны, тоже Патрика Валенса, и колода классическая Райдера Уэйта. Пожалуйста, выбирайте по шапке, по рубашке колоды, и мы с вами начнем. Первый, второй, третий вариант. Выбирайте, пожалуйста, интуитивно, быстро, не задумываясь. Возможно, кто-то уже знает колоды и выберет именно по колоде. А мы с вами начнем. Итак, первый вариант — это колода Безумной Луны, и мы спросим колоду, что же я вижу сейчас. Будет несколько вопросов. Чего я не вижу? Что нужно знать прямо сейчас? В чем я права или прав? В чем заблуждаюсь? И на чем сфокусировать свое внимание? Итак, что я вижу? Чего я не вижу? Что нужно знать прямо сейчас? В чем я прав или права? В чем заблуждаюсь? И на чем мне сфокусироваться на сегодняшний день? Итак, что я точно вижу в своей жизни? Что прямо лицезрею, о чем я думаю, да, постоянно? Апатия, депрессия. На карте мы видим человека, который ушел с вечеринки и пришел посидеть один, потому что одному спокойно, да, грустно, но в одиночестве как-то более-менее спокойно и как-то привычно. Девятка, второе, это всегда не переход к лучшей жизни, потому что десятка — это именно переход. Если бы вам выпала десятка, то вы были бы готовы к этому переходу. Сейчас я не могу сказать, что вы полностью готовы, что вы полностью залатали какие-то раны, какие-то обиды. Сейчас у вас такой немножко тревожно-депрессивный период, когда вы сидите один в тишине или одна в тишине и думаете. Девятка жезлов — это 8 незажженных жезлов и один девятый, горящий рядом с вами, дарящий надежду, дарящий тепло. Несмотря на то, что вы на карте такая унылая, да, впали в какую-то апатию, впали в какую-то депрессию, вам скучно, вам грустно, вы находитесь одна, вы нацепили на себя маску веселого человека. И глубоко в душе вам на самом деле тяжело, обидно, у вас есть какие-то раны, какая-то боль, да, которую сейчас нужно утешить. И вам нужен друг, преданное плечо, на которое вы могли бы опереться. Возможно, даже некоторым просто хорошо одному. Но у вас есть горящий факел. Факел надежды, и вы точно понимаете, что скоро все будет хорошо, просто время еще не пришло. Девятка — это еще не пришло время. Девятка жезлов — это время придет. Время придет, когда вы переродитесь в десятку. Оно скоро придет. Осталось еще чуть-чуть. Осталось немного подождать, но вы надеетесь, вы верите. Самое главное в девятке — это то, что горящий жезл не потух. То, что вы надеетесь, верите и ждете, когда придет тот самый момент, когда вы трансформируете всю свою жизнь, начнете сначала, выйдете из зоны собственного комфорта и придете на ту вечеринку, с которой вы ушли, где много людей, где большая компания. Но именно сейчас вам почему-то хорошо одному либо одной. Вы думаете о жизни, вы думаете о каких-то мелочах, которые происходят у вас сейчас, и вы наполняетесь этим. Каждый человек наполняется, да, даже депрессией он наполняется. Здесь все скоро станет совсем по-другому, но немножечко позже. Вы сейчас это видите, вы сейчас думаете об этом, вы сейчас теряете какие-то свои силы, но немножко не на то. Сейчас время передохнуть, время все обдумать, время понять, что для вас главное. И как раз за этим вы ко мне обратились, да, написав в комментариях, куда же мне направить свои жизненные силы. Итак, чего вы не видите? Это было то, что вы явно видите и замечаете. Чего же вы не видите и, возможно, должны увидеть?
На карте мы видим трансформацию, мы видим смерть во всей ее красе, да? Мы видим беременную смерть, которая просто своего ребенка пытается отправить в землю, пытается отправить в ад, она его угнетает, она его принижает, она его клонит просто ко дну, к земле. Сзади крематорий, да, мы видим сухую землю, потрескавшиеся карты, такая сухая, такая безликая, и мы видим смерть. Но смерть – это трансформация. Вы не видите, что в вас уже зародилась эта трансформация. Вы готовы перейти вот от этого периода вот к этому периоду. Вы думаете, что вы не готовы, вы думаете, что вы еще посидите в своей вот этой вот апатии, в своем вот этом мире, в своей вот этой небольшой депрессии, но вы уже готовы, вы еще не видите то, что трансформация, она уже началась, она началась с вас, она началась с вашего окружения, она уже требует и просит, чтобы вы наконец вышли из зоны собственного комфорта, и вы это сделаете. Смерть – это хорошая карта, это начало новой жизни, это переход нелегкий, но очень освобождающий, с таким, вы знаете, с таким вот вздохом облегчения. Третья карта. Что нужно знать прямо сейчас, но я этого не знаю. То, что совсем скоро на ситуацию вашу повлияет женщина, которая имеет при себе какую-то крупную монетку. Она либо вам поможет, либо поможет вам и вашей семье. Эта женщина старше 35 лет, она имеет семью, она имеет стабильность, она имеет мужа, возможно, она вдова. И эта женщина, она поможет вам денежкой, либо она поможет вам какой-то моральной поддержкой, да? Она поможет вам подняться на новый уровень, на ступеньку выше. Эта женщина не вы, это то, что вам поможет, чего вы не знаете, но должны знать прямо сейчас. Это то, что, возможно, вы хотите какой-то свой бизнес и думаете: ну откуда же я возьму деньги? У меня сейчас нет, да? У меня сейчас, допустим, там и так долги, да, допустим, у вас есть какие-то кредиты, но вам помогут безвозмездно, вас поддержат морально и материально. Женщина с детьми, либо женщина, просто имеющая крупную какую-то денежку у себя за пазухой, и она вам поможет. Это то, чего вы не знаете, но должны об этом узнать. В чем вы правы? О чем вы думаете, и вот в этом вы точно правы в своей жизни. Иерофант – это то, что не нужно доверять людям, обличие которых манит, привлекает. Это могут быть какие-то священнослужители, да, какие-то высокопоставленные лица, это могут быть лица, какие-то государственные деятели, да, это то, что, которые держат всех как марионетку в кармашке, как куколку такую марионетку. Это то, чему сейчас нельзя верить и кому сейчас нельзя верить. Вот в этом вы точно правы, в этом вы точно уверены. Иерофант – это человек, скрывающийся за маской благочестивого, благородного человека, которому все ходят за советом. Либо в вашем окружении есть такой человек, который говорит: ну, выговорись мне, замоли свои грехи, да, либо он скрывается под маской вашего друга, либо под маской вашего знакомого, вашего какого-то приятеля или нового знакомого, это не важно, либо мы с вами мыслим шире и говорим о каких-то государственных деятелях, о стране в целом, да, и так далее. Это то, в чем вы правы, чему сейчас нельзя доверять, так это каким-то лицам, либо какому-то отдельному лицу, который просит: ну, давай, сделай так, как я тебя прошу. Вот вы точно знаете, что нельзя доверять кому-то сейчас, на данный период времени. Это хитрый, очень грамотный игрок и манипулятор. Посмотрите на шахматную доску на карте. Это говорит о том, что именно иерофанту, человеку высокопоставленному, высокодуховному, каких-то моральных ценностей нельзя сейчас доверять. Потому как он держит вас или любых других людей, да, которых вы знаете хорошо, в ежовых рукавицах и у себя в кармашке, как маленькую куколку-марионетку. Это то, в чем вы точно правы. В чем вы не правы, в чем вы заблуждаетесь, о чем вы думаете и думаете, что это точно вот так, но вы заблуждаетесь в этом. Давайте посмотрим. В том, что нужно сейчас бронить и ругать того человека, кто рядом с вами. Вы либо вот этот человек, сидящий на карте, вас как-то ругают за спиной, вас как-то оскорбляют, возможно, да, человек не видит каких-то ваших хороших качеств. На картинке, на карте пятерка кубков, да, 3 кубка разлиты, но 2 кубка полные.
полные с вином стоят, и вот вас кто-то так ругает и говорит, что, возможно, работа плохо сделана, да, или, возможно, дом плохо убран, неважно. Кто-то ругает, и в основном это женщина, да, женщина за вашей спиной. И вы не хотите слушать. И вот в чем вы заблуждаетесь, то, что нельзя затыкать уши, нужно поговорить. Нужно поговорить с человеком и объяснить свою позицию, высказать, в конце концов, свою позицию. Это если вы вот этот человек на карте. Но вы также можете быть вот этим человеком на карте, который ругает, который бранит. Возможно, дома с мужем какие-то неполадки, да, непорядок какой-то. Возможно, вы ругаете кого-то из подчиненных, потому что здесь именно подчиненные, здесь мы видим сварливую женщину, да, которая чуть старше по возрасту и по статусу. Она ругает своего беспечного мужа, ругает за то, что он пролил 3 кубка, но 2 кубка-то наполнены, понимаете? Вы либо в роли вот этого вот мужа, да, вы либо в роли вот этой вот сварливой жены, да, и вы не правы в любой ситуации. В ситуации, когда вы не слушаете и не слышите своего партнера, что он хочет вам сказать. Вы не можете поговорить с ним, вы не можете обсудить тему. Возможно, несколько раз партнер намекал вам на это. И если вы в ситуации вот этой женщины, вы тоже не правы. Не нужно кричать, не нужно обижаться, не нужно давать каких-то непонятных советов, нужно просто сесть, поговорить и высказать каждый свою точку зрения. Вот в этом вы заблуждаетесь. Сейчас идут какие-то споры, какие-то ссоры, и от этого вам не легче, от этого вам только хуже, и всегда можно поговорить, правильно? И, конечно же, карта совет, куда направить свои жизненные силы, свои жизненные ресурсы, да, и на чем сфокусироваться все-таки сейчас. Нужно сфокусироваться, опять девятка, видите, девятка мечей, сейчас я вам расскажу, да, и девятка жезлов. Вы в апатии страдаете и так боитесь выйти из этой апатии. Посмотрите, какой страх на карте. Человек, который безумно боится, дико боится, ему приснился какой-то кошмар, а чертенок у него на плече сидит и говорит: бойся, бойся. Тебе страшно? Да, действительно страшно, и будет еще страшнее, потому что ты не можешь выкинуть это у себя из головы. Вы причина того, что у вас не происходит сейчас трансформация. Причина в голове, причина в вас. И я бы вам посоветовала по этой карте, и карты вам советуют, да, заняться собой в первую очередь, проработать свои страхи. Это психологи, это медитации, это йога. Возможно, на вас конкретно сейчас стоит какой-то блок, это нужно смотреть отдельно, да, нужно поставить защиту, возможно, какую-то. По этой карте, по девятке, когда невозможность есть перехода в десятку, а десятка второй — это всегда переход к новой лучшей жизни, вот по этой карте всегда ставят защиту, чтобы вот этот чертенок вам не шептал то, что вы не сможете чего-то. Вот такое ощущение, как будто вы сами себе говорите, что я не могу, я не смогу, я боюсь чего-то. Вот это то, что вам сейчас нужно знать, на чем вам сфокусироваться на своей голове, на своих страхах. Пожалуйста, сначала сфокусируйтесь на себе и на том, как выйти из этого состояния вот в это состояние. В состоянии не смерти, а в состоянии покоя и трансформации. Вам сейчас срочно необходима трансформация, иначе вы в этой своей депрессии утонете. Это совет от карт по первому варианту. А мы с вами смотрим второй вариант. Второй вариант — это у нас триумф Луны, тоже от Патрика Валенса. Итак, те же самые вопросы задаем картам. Что я вижу? Чего я не вижу? Что нужно знать прямо сейчас? В чем я прав или права? В чем я заблуждаюсь? И, конечно же, совет, на чем мне сфокусироваться на данный момент, на данный период времени. Период времени вы можете загадать сами. Итак, что я вижу? Чего я не вижу в своей жизни сейчас? Но что мне нужно заметить? Что нужно знать прямо сейчас? В чем я прав или права? Так вот сделаю. В чем я заблуждаюсь? И на чем мне сфокусироваться? Колоду пока уберем.
Что я точно вижу? Что я точно знаю? Что вот воочию прям вижу, слышу и чувствую? Это то, что денежка от меня улетает, да, маленькая такая денежка, мало зарабатываете как будто, да, и как будто это последнее от вас улетает, и вы не можете никак накопить. Такое ощущение, что вы копите, копите, пытаетесь, либо денежка от вас улетает, либо зарплату как-то, да, плохо выдают, либо не вовремя выдают, либо уже последнее теряете, да, истощили, истощен ваш организм, все последние силы ушли, а эта денежка все равно от вас летит. Паш Пентаклей — это карта маленьких денег, да, и по колоде Триумф Луны, и эти маленькие деньги от вас уходят. Даже вот эти маленькие деньги, не остается ничего для того, чтобы прожить нормально, остается только на то, чтобы просуществовать. Вот это вы сейчас точно видите. Либо вы теряете работу, либо потеряли работу в недавнем времени, да, либо работа ваша вас абсолютно не устраивает, так как денежка маленькая, и она очень быстро заканчивается в вашем кошельке после зарплаты. Такое ощущение, что деньги не держатся. Это вы точно видите. Чего вы не видите? Вы не видите то, что вы сами можете повлиять на ситуацию с деньгами, да. Тут какой-то творческий процесс задействован, да, здесь какая-то идея, возможно, у вас сейчас есть идея, но вы боитесь воплотить ее в жизнь. Здесь какой-то творческий процесс, который вы вроде бы хотите воплотить в жизнь, но как будто бы боитесь. Вы не видите то, что вы можете сейчас себе с деньгами помочь сами. Какой-то творческий процесс, каким вы хотите заниматься. Вы находитесь сейчас вообще не на том месте работы, на каком должны находиться. То, чего вы не видите, это творческий процесс, который принесет вам деньги, который принесет вам удачу и с которым вы будете на коне. Творческий процесс, творческая идея, зарождение какой-то идеи в вашей голове, абсолютно не банальной, да, где вы словите просто удачу за хвост и станете обладателем хорошей денежки. Хотя здесь жезлы, но здесь карта быстрая. Если вы начнете что-то делать, то вы очень быстро получите желаемое касаемо денег. Это то, что вы не видите, вы не замечаете. У вас есть какая-то идея в голове, но вы как будто бы не обращаете на нее внимания. Что нужно знать вам прямо сейчас? То, что как раз тут все про эту ситуацию, да, то, что вы выйдете победителем, если вы сейчас вложитесь в ту идею, какая есть в вашей голове, в какой-то творческий процесс. Посмотрите на то, чем вы любите заниматься больше всего. Выведите это в абсолют, монетизируйте это. То, о чем сейчас вы думаете. Здесь все касаемо денег. Монетизируйте то, о чем вы думаете сейчас, какая идея пришла конкретно сейчас вам в голову, о чем вы вот прям думаете, но не можете воплотить это в жизнь никак. Какая-то мини-бизнес-идея или, может быть, какая-то макси-бизнес-идея, да, напишите бизнес-план, и с этого все начнется. Вы видите оттуда абсолютным победителем, и хоть кровью и потом, да, это будет все сделано. Вот видите, из пальчика кровь капает, но вы просто получите все лавры. Вы победите, и вы получите ту денежку, большую денежку, которая улетать от вас не будет. Здесь вот второй вариант касаемо какой-то профессии, бизнес-сферы, да, я вижу вот людей, которые нацелены на денежку, на получение денег каких-то. Если тут не про деньги, это немножко не ваш вариант, да, это касаемо вот именно профессии, бизнеса и работы. В чем вы правы, о чем вы думаете, и вы точно правы в этом. Правда в том, что сейчас ничего не добьешься кулаками, ссорами и спорами. Да? Вы думаете о том, что вас все раздражает, вас немного нагнетает ситуация, немножко так вот, если в первом варианте был случай, когда депрессия, какая-то апатия, то здесь вас прямо бесит и раздражает все. И вы правы в том, что вы не добьетесь желаемого, если будете вот в таком состоянии и настроении. То есть если первый вариант такие немножко были депрессивные, да, тревога какая-то депрессия, какая-то апатия, здесь вас просто все бесит. Бесит то, что деньги не копятся, да, то, что вот как-то вот нету той работы, нету какой-то той силы на работе, на которой вы сейчас находитесь, да, и вас это раздражает, и вы начинаете ругаться с кем-то припираться, да можете даже в метро сказать, да пошел ты нафиг, например. Ну, это, например, и вас вот так вот все немножко вот
как электроразряд какой-то, да, угнетает, раздражает, и вы психуете на все. Но вы правы в том, что вы этим ничего сейчас не добьетесь. Но этим никогда ничего не добиться, да, мы знаем. В чем вы заблуждаетесь? Вы заблуждаетесь в том, что сейчас нужно присесть, отдохнуть, ничего не делать. Для того, чтобы, вот вам все карты об этом говорят, присесть, отдохнуть, ничего не делать, пойти куда-нибудь покутить, погулять, все само собой выровняется, все само собой произойдет. Нет, вам нужно кровью и потом добиться сейчас того, чего вы действительно хотите и задумали, понимаете? Просто так сидеть на прежней работе, говорить, ну вот же, они какие плохие, меня не повысили, там, допустим, зарплату не подняли, ой-ой-ой, какая я несчастная. Просто так сидеть, прожигать свою жизнь последние деньги, да, и говорить, ей, все еще будет, да, все будет еще нормально. Не получится. Нужно как-то сейчас попотеть над этим вопросом, над вопросом денег именно. Просто так они в руки не достанутся. Последнее, пожалуйста, не прожигайте, потому что дальше будет такой долгий период восстановления, когда вы придете наконец к той денежке, которая от вас никуда не уйдет. И совет от карт, наконец, да, на чем сфокусироваться сейчас, но здесь все понятно, да, взвесьте все за и против. Взвесьте все за и против и отрубите из своей жизни то, что вам действительно не нужно, то, что вам мешает. Отрубите то, что вам мешает, возможно, лень где-то, да, я вижу то, что она вам мешает, возможно, где-то вот это вот раздражение, да, раздражительность, отрубите. На весах прям распределите, вот как у справедливости, за и против. Вот прям напишите на листочке бумаги, там, допустим, я не знаю, перестать раздражаться, как это сделать. Выпишите себе несколько пунктов, да, и прям начните писать. Именно на листе бумаги происходят порой чудеса, когда вы начинаете писать свои цели, свои желания, свои намерения, происходит то, чего вы не ожидали. Просто так сидеть, сложа руки, и смотреть на то, что происходит в вашей жизни, не получится. Просто так прокутить не получится. То, что зарплату поднимут, а вы будете сидеть на кресле, сложа ручки ровно, тоже не получится. Все будет по справедливости. И тот получит по справедливости, кто сейчас будет много трудиться. У вас есть какая-то идея замечательная в голове, и вы должны воплотить ее в жизнь. Я это вижу, второй вариант. Здесь все именно про работу, про профессию, про бизнес. Если вы спрашивали про любовную какую-то тему, это немножко вариант не для вас. И третий вариант – это колода Райдера Уэйта. Ее мы также спросим. Что я вижу? Чего не вижу? Что нужно знать прямо сейчас? В чем я прав или права? В чем заблуждаюсь? И совет, на чем сфокусироваться прямо сейчас. У второго варианта вы поняли, да, на чем сфокусироваться? Прям выписать себе, что лишнее в вашей жизни, что вам мешает, что мешает вашему творческому процессу, что мешает зарабатывать деньги прямо здесь и прямо сейчас. Выписать и начать действовать прямо по листу бумаги. Прямо по целям. Есть даже такой дневник, называется дневник целей. Это самое простое, что можно сделать сейчас. Не откладывать в долгий ящик. Я понимаю, что сказать очень просто, но начать на самом деле, только начать сложно, а действовать дальше на самом деле проще простого. Вы же для себя действуете. Итак, третий вариант. Что я вижу? Чего я не вижу? Что нужно знать прямо сейчас? В чем я прав или права? В чем я заблуждаюсь? Совет от карт, на чем сфокусироваться. Итак, что я вижу? Что на ситуацию влияет какая-то женщина. Либо начальница, либо мама, либо какая-то подруга замужняя. Либо это вы, и вы видите себя как императрицу, но ту императрицу, которую мало ценят. Та императрица, которая достойна большего. Вы видите себя императрицей, вы видите себя замужней женщиной, вы видите себя императрицей на троне, да, и то, что вы действительно достойны большего.
Либо это мама, влияющая на ситуацию, которая происходит в вашей жизни сейчас, либо это начальница, влияющая на ситуацию. На ситуацию влияет какая-то женщина. К сожалению, не могу описать ситуацию, потому что я делаю общий расклад. Когда я делаю расклад личный, естественно, мы смотрим вас, вашу характеристику личности и так далее. Здесь важна женщина в этой ситуации, да, и возможно, что вы видите сейчас себя, и вы сфокусированы сейчас на себе. Как на императрице. Что вы не видите, но должны увидеть? Какая-то ситуация, связанная с мужчиной, второй старший аркан уже, да, король мечей, воздушного знака зодиака, возможно, да, это весы водолей, и вы не видите этого человека рядом с собой. Вы либо его не замечаете, либо он является вашим тайным каким-то поклонником, да, либо вы ему очень сильно нравитесь, и вы этого не видите и не замечаете. Какой-то мужчина, моложе 35 лет в вашем окружении, вы не видите того, что вы ему нравитесь. Что нужно знать прямо сейчас? Ничего себе! У вас 3 старших аркана, выходят одни мужчины, да, и на ситуацию влияет как женщина, так и мужчина, да. Что нужно знать прямо сейчас? То, что если у вас есть муж, он обязательно узнает об этом человеке и узнает о том, что вы ему нравитесь. Будьте, пожалуйста, аккуратнее. Вы обязательно в скором времени узнаете, что вы нравитесь какому-то молодому человеку, но ваш супруг, если у вас есть супруг, да, или приближенный мужчина к вам, да, который либо просто приближенный к вам мужчина, либо мужчина женатый, но имеющий на вас какие-то виды, они друг с другом как-то каким-то образом познакомятся, сойдутся, и чего вы не знаете, но вам нужно знать прямо сейчас, это то, что нужно быть аккуратнее вот с этим молодым мужчиной. Вы обоим мужчинам нравитесь. Император, я думаю, у вас видит императрицу, да, потому что вы как пара вышли, вы либо муж и жена, либо собираетесь стать законным мужем и женой, либо вы бывший муж и жена, и вы нравитесь какому-то молодому человеку, и между вашим супругом, вашим мужчиной, и между вот этим молодым человеком возникнет какой-то спор. Вот здесь все про любовную тематику, наоборот. Здесь у вас 3 старших аркана, и вы должны знать прямо сейчас, то, что вот эта ситуация для вас, вот с этими 2 молодыми людьми прекрасными, она самая важная, потому что возникнет какой-то спор за вас, как за женщину, свою женщину, потому что и молодой человек воздушного знака зодиака, и император — это либо земной знак зодиака, либо мужчина в статусе женатый, да, они имеют оба на вас какие-то виды. Пожалуйста, имейте это в виду, ситуация такая достаточно спорная будет, вам нужно будет выбрать. И это будет такой очень нелегкий выбор, скажу я вам. В чем вы правы? Я сейчас удивлюсь, если еще один старший аркан видит. Но нет. Вы правы, то, что необходимо уходить к другим берегам, да, сейчас вы как будто бы собираетесь куда-то в поездку, либо собираетесь куда-то переезжать, либо собираетесь просто менять место жительства, да, место дислокации, либо уходить от чего-то или от кого-то, и вот вы правы в этом. Вот вы должны уйти, вы должны переехать, вы должны уйти, вы должны сменить квартиру, сменить работу, вы должны уйти к новым берегам. Пусть это нелегко будет, это будет с какой-то такой долей печали, но вы уйдете, и это поспособствует вашей трансформации, вашей новой жизни, вашему новому продолжению. Вот в этом вы правы. В чем вы не правы? Вы не правы в том, что вы думаете, что уйдя к другим берегам, такое ощущение, как будто бы вы много потеряете и мало приобретете. Вот вы очень думаете сильно над этим вопросом, вы очень печалитесь. Такое ощущение, что вы задумываетесь о том, что уйдя в новую жизнь, ну, возможно, там будут такие трудности, да, особенно трудности с деньгами какие-то, да, то, что вы, возможно, не сможете что-то оплатить, где-то заработать побольше, да, вот в этом вы не правы, на самом деле с деньгами все будет прекрасно. Здесь как раз 3-й вариант про то, что с материальным миром будет все прекрасно с деньгами, здесь нужно только решить с мужчинами, и нужно правильно вовремя уйти к новым берегам.
И совет от карт, на чем мне сфокусироваться на сегодняшний момент. Вам необходимо сфокусироваться на творческом потенциале, да, на том, что вас больше всего влечет. Вот куда вас больше всего сейчас влечет? Возможно, у вас есть какое-то любимое хобби, которое вы хотите развивать, какой-то блог, допустим, да, или вы любите путешествовать, или вы, возможно, именно сейчас хотите стать мамой или хотите стать супругой. Вот то, что сейчас для вас очень важно, это либо личная сфера, либо я вижу здесь творческого человека, да, либо это творческая сфера. Вот вы должны сейчас сфокусироваться на этом. В основном здесь фокус на себя, конечно. Выпала первая карта императрица. Здесь фокус в первую очередь на себя, на каких-то творческих идеях, на том, что вы с этими творческими идеями далеко пойдете. Вот эти творческие идеи как раз, по-моему, были у первого варианта, если не ошибаюсь. И здесь вам необходимо направить фокус только на себя, на свои желания. Вот если у вас есть какой-то творческий порыв, пожалуйста, действуйте. Если есть какой-то порыв переехать, действуйте. Это будет оправдано, никаких потерь с деньгами не будет. Вы должны сфокусироваться сейчас на себе, на своих желаниях. На чем сфокусироваться? На своих желаниях. Первый вариант был, нужно было сфокусироваться на своих страхах и проработать их, чтобы уйти в трансформацию. Здесь нужно сфокусироваться на своих желаниях. И если вы сделаете так, как конкретно вы хотите, а не кто-то другой в вашем окружении, не кто-то другой в вашей семье, тогда будет вам счастье и удача. Сфокусируйтесь на себе. Первая карта императрицы вышла не зря у вас. Возможно, вы и не замужняя женщина, но, возможно, вы женщина, которая должна полюбить себя в первую очередь. Это был третий вариант. И на сегодня у нас с вами все. Спасибо вам за то, что вы были сегодня со мной. Спасибо за то, что посмотрели мой расклад. Следующий расклад, я думаю, выйдет на этой неделе. Пожалуйста, подписывайтесь на меня, ставьте лайк, жмите на колокольчик. И мы с вами прощаемся. На сегодня все. До новых встреч.